Позвонил Заре, села на обочине. Его крошечные плечи дрожали от каждого рыдания. Он понятия не имел, как долго он был здесь. Только ноющая пустота, которую оставили его родители, и страх, расползающийся в его груди. Темнота подкралась ближе, а вместе с ней и холод. Внезапно он услышал тихое фырканье и топот копыт. Из сумерек появился табун лошадей, их силуэты расплывались в угасающем свете. Ее глаза сияли любопытством, когда они приблизились к плачущему ребенку. Дон, чьи слезы теперь текли мягче, почувствовала рядом с собой неожиданное тепло. Лошади сгрудились вокруг него. Их шерсть мягко касалась его кожи, словно они пытались облегчить его боль. Он цеплялся за их гривы, находя утешение, которого ему не хватало в людях. Медленно, словно ведомые невидимой силой, лошади двинулись с места. Рассвет последовал за ними, его маленькие ножки устали, но на сердце стало немного легче. Они привели его в старый сарай, деревянные стены которого пахли сеном и землей. Он забрался на тюк соломы и уснул среди лошадей, впервые за долгое время чувствуя себя в безопасности. Когда взошло солнце, его нашел человек с обветренным лицом. Это был фермер Джон, чьи глаза были полны доброты, когда он увидел маленького мальчика. Он взял Дон в дом, дал ему теплое молоко и мягкую постель. Джон терпеливо слушал, как мальчик рассказывал о своем отказе и молчал. Когда снова навернулись слезы, в последующие дни Джон стал ведущим Доун. Он научил его, как кормить цыплят, как переворачивать сено и как ухаживать за лошадьми. Дон особенно любила одну кобылу. Это была кобыла с белой шерстью, и он назвал ее «Сияющая». Когда ему было грустно, он прислонял голову к ее шее, а она нежно подталкивала его мордой. Прошло время, и между маленьким мальчиком, фермером и стадом возникла почти семейная связь. Родители Доун вернулись в сопровождении офицеров. Они пришли, чтобы забрать его. Рассвет был разорван. Он посмотрел на Джона, чьи глаза выражали ему сострадание и привязанность. Затем он посмотрел на своих родителей, лица которых он узнал лишь смутно. Он не знал, где его место. Последовала долгая и изнурительная битва за опеку. На сердце Дон было тяжело. В зале суда он рассказал, как его нашли лошади и как Джон за ним ухаживал. Он рассказал о Шайнинге и безопасности, которую он нашел на ферме. Судьи внимательно слушали, как свидетели рассказывали о глубоких связях между Доун, Джоном и животными. В конце концов судья объявил, что Дон должна пока остаться с Джоном, его родителем. Разрешили навещать его, но его настоящий дом теперь находился на ферме. Облегчение, охватившее Дон, было ошеломляющим. Он выбежал на улицу к лошадям, столпившимся вокруг него. Он прижался к Шайнингу, слезы радости текли по его щекам. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.